Дорогие друзья, всем привет! Сегодня приготовим говяжьи хвосты. У меня на канале есть уже. Я приготовил в духовке, а сегодня мы приготовим в казане. И, конечно, говяжьи хвосты — это очень вкусное мясо. И в то же время очень полезное. Режем по суставам. Смотрите. Не надо топориком, не надо ничего. Вот так ножом. Вы же видите, есть суставы. Очень просто и легко. Так, друзья, выпускаем наше мясо. Нам нужно ее запечатать. Далее мы займемся овощами. Будем резать все очень крупно. Вот примерно так. Потом чистим морковку. Давай здесь. Так, 2 морковки. И будем резать тоже крупно, чтобы мы почувствовали. Вот так. Такие колесики. Вслед за морковкой мы почистим 2 луковицы. Не очень большие. Режем их, но не очень мелко. Вот на такие колесики, полукольцами. Как раз будет супер. И чесночок. Вот так. У кого тяжелая рука, как раз. И смотреть. И чеснок. Вот так тоже. И добавляем к нашим овощам. Так, друзья, наше мясо запечаталось. И сразу наши овощи. Мамма мия, какой запах!
Так, наши овощи чуть-чуть пассеровались. Мы добавим тимьян. 4 лаврушки. Будем солить. Поперчим. И, конечно, как обычно, у нас приправа наша любимая. Хмели сунели. И все это будем тщательно размешать. А аромат стоит, мамма мия, просто волшебный. Сразу же будем добавить томатную пасту 200 миллилитров. Нормально. И сразу же добавим наше мясо. Еще будем добавлять литр теплой воды. И все это дело закрываем крышкой и держим где-то 2 часа на маленьком огне. Друзья, наши говяжьи хвосты готовы. В итоге у нас прошло 2 часа и 15 минут. Аромат стоит, мамма мия, просто вкуснятина. Сейчас будем пробовать. Так. Смотрите. Еще горячее. Бонissимо. Просто волшебное мясо получилось у нас в итоге. Друзья, приготовьте обязательно. Говяжьи хвосты, как вы знаете, не только очень вкусные, но и полезные. И, конечно, с такой блюдой надо нам красненького, сухого итальянского вина. Ах, мама джан. Самый долгожданный момент. Этот бокал для вас. Кто не подписался, подпишитесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Если вам нравится мое блюдо, если вы хотите, чтобы я приготовил что-то новое или даже итальянское, пишите, обязательно приготовим. Будьте счастливы. До новых встреч!